Вот что у нас творится после вскрытия полов. Это за один день. Это мешки с керамзитом стоят, а это щиты, лаги, доски. Это пол. Вот осталось 2 щита убрать вот этих. Вон еще мешки с керамзитом. Так. А вот эта стена не несущая, шлакоблочная. Вот мы ее будем убирать и ставить новую. Мог батя раскладывать тележку и будет грузить мешки с керамзитом. Ты по много-то не бери. О, затарился. Ну вот что мы теперь имеем. На 17 часов. Дорожка уже в коридоре. Пол еще не снят. Мешки вынесли. Осталось щиты. Так, теперь батя у нас щиты грузит. А это батя пылесосит. И уже видно даже чистое место. Жалко не бежать беговую дорожку. Стой! Провод.
Все. Ну и вот, слава богу. Так, снимаем батарею. Стояк отключен уже в подвале, вода слита. Сбрызгиваем места ржавчины, чтобы можно было гайки открутить. Вот приготовлены все инструменты для снятия батареи отопления и для установки кранов на нее. Это что, воздух пошел? Ну, вот батарею сняли, теперь кран снимаем. Ты резьбу нарезаешь внизу, да? Пока меня не было, батя американку уже наверху установил. Теперь вниз какую-то фигню будет ставить. Это чем ты смазываешь? Ну, типа унипак.
Унипак? А что он дает? Сцепление лучше. А, пакля не гниет. О, теперь батька будет паклю накручивать. Ну вот и поставили второй шаровой кран. А теперь батя срезает металлические уши, крепежи. Муж отпилил все уши из панелей, из плит. Где железки собрал? О, сколько железок. Только те дырки. И сейчас будет запенивать. Сбрызгивает водой. Вот запенили уже. Теперь снимаем на видео, как будут проходить штробы. Намечены на стене. Для чего это? Чтобы когда будут наклеены обои, не попасть в кабель. Потом еще дополнительно сфотографирую. Размеры даны от плиты. От нижней. Это стена между кухней и залом.
Так, вот что у нас творится. Приклеили кабель, запенили дырки в стене, в полу запенили дырки, швы. Завесили пленкой двери в комнату сына, в зал. Вот сквозная дыра в панели. Это техническая, да, по-моему, называется, или как? Насквозь. У нас в горе строители. А ты крепежи положил, чтобы пену пока, да, зафиксировать? О, насквозь подвал виден. А это уже такие же дыры, только запенены. О. Вот сколько дыр. И все с подвала тянуло. Вот уже сделали отверстие для розеток. Вот теперь батя будет штробить. Поехали. Подключил пылесос к штроборезу. О, штробу сделал. Фух. А ты что, сразу два этих поставил, что ли? Да. Ничего себе. А я думал, надо каждый раз отдельно проходить. Обалдеть. Так быстро. Да. О, строители, как у нас строили. Между плитами. Щель к соседу наверх. А к сыну где этот, дырка? В комнату сына. Вот это ужас. Это щель между плитами тоже. Ну вот, батя тут еще одну дырку выбил. А вот и подвал видно. Вот и снесли стену из шлакоблоков. Пока я моталась за инструментами, батя ее всю развалил. Вот сейчас буду уборкой заниматься. Вот, сажаем подрозетники на герметике. Сажаем. Батя сажает. Вот батя делает электрику. Или интернет. Электрику. Ловко берут плиты.
Отрезаем гребни пазогребенных плиток для того, чтобы ровной поверхностью эти плиты установить на пол. Пилится ручной ножовкой с широкими зубьями. Вот теперь спил немного надо подровнять. Рубанок по гипсокартону. Гребневую плиту намечаем, куда ставить уголки для большей жесткости. По технологии так положено. Вот одна плита с правой стороны. И вторая уже стоит. Приклеена специальным клеем, да? А вот это клей специальный для позагребневых плит. Выровняли пол в том месте, где будут плиты ставиться. Потому что сами половые плиты неровные. Это под уголки делаем отверстия в стене. В самой плите уже сделано. И выемка для уголка. Вставляем дюбеля. И фиксируем уголок. Значит, со стороны стены и со стороны пола гребни отрезаны. Выступающие гребни отрезаны. По этому уровню контролируется вертикальность и горизонтальность плит. Все четко, ровно встало. Ну вот, стали мы устанавливать стенку между залом и коридором из пазогребневых плит. Вот крайне крепится к плите пола. В некоторых местах еще бывают крепления. И к стене крепится. Вот проем мы сдвинули. По сравнению со старым проемом. И он у нас будет под дверь шириной 90 сантиметров. Плиты уже подготовлены. Вот батя накладывает клей на пазогребневые плиты.
И сейчас будет устанавливать кусок. Вот ставит оставшийся кусок. И киянкой пристукивает. Ну вот, подвели мы стенку до потолка. Остался промежуток, который нужно заполнить кусками позагребневых плит. Причем вырезаются они под углом, чтобы можно было аккуратно вставить вот этот оставшийся промежуток. А скос заделывается клеем. Причем отрезается плита так, чтобы был гребень обязательно. Так как здесь паз, значит, отрезаем кусок с гребнем. И поскольку гребень будет мешать сюда войти, кусок отрезается именно под углом. И оставляем зазор между потолком и отрезанным куском. И заполняем клеем. Ну вот, замазали все щели между позагребневыми плитами и потолком. А теперь батя для электрики делает штробы в этой стене. Стамеской. Покажи стамеску, что ты стамеской делаешь. Вот. Делаем для розеток отверстия. Это коронка по гипсокартону. Ну вот, доделали стенку. Проложили кабель в ней. Зачистили клей. И промазали клеем ПВА. Для чего? Чтобы когда наносилась штукатурка, она легла ровно. И сейчас стенка гладкая. И пыли на ней нету. Сейчас батя будет замешивать монтажный клей для заделывания штроб. Уже часть штроб заделана. Вот. И отверстие между потолком и стеной. Залепил. Ну вот, а теперь заделывают штробы, замазывают.
Кстати, сегодня проверили шаровые краны на батарее. Пустили воду с подвала. Ни один кран не течет. Так что установил, все нормально. Ну я так поставил. Вот батька таскает элемент пола, который мы с ним разгрузили с машины. Уже вторую кучку дотаскивает. Вот. А это пеноплекс уже разгрузил. И я тоже помогала. Пробка тоже пеноплекс. А, еще вон лист остался. Для кармана, для двери. Пошли. Вот. И в ровную пачечку укладывает. Ну вот, батя пропылесосил весь пол. И теперь мажет его гидроизоляцией. На тот случай, если в подвале будет сыро. Гидроизоляция бывает разного цвета. Для того, чтобы, если покрывать, допустим, в 2 слоя, одним цветом покрыл, а следующий слой покрываем другим цветом. И видно, где прокрашено, а где нет. Либо можно ее применять на крыше дома. Цвет выбирать на свое усмотрение. Вот уже углы прошел. Ой, штробы еще не заделаны. Вот здесь уже заделано. Ну, по периметру он уже прокрасил. Воняет она, правда, это гидроизоляция. Ну, вот покрыли всю комнату гидроизоляцией. Запах, конечно, одуряющий, но выветривается за одни сутки. Коридор пока не покрывали, так как у нас здесь стройматериалы для полов. И беговуха. Ну вот, батя режет пенофол на ленты. Шириной сколько? Шириной 8 сантиметров. Ленты эти будут как демпферы между стеной и полом. Ну, хотя он используется как утеплитель. Его применяют как утеплитель. У него одна сторона клейкая, там снять защитную пленку, и клейкая сторона, и приклеивается к стене или к полу. Мы будем клеить к стене. Демпферную ленту будем использовать как амортизатор на тот случай, если полы будут расширяться. Вот теперь от пенопола отклеиваем, снимаем пленку. От этой полосы, которую нарезали.
Вот эта голубая часть, она клейкая. Приклеиваем к стене. Типа амортизатора для полов. Конечно, можно и купить было готовую уже демпферную ленту. Вот и все. Ну вот, уложили первый ряд пеноплекса на гидроизоляцию. Обрезали бок и обрезали верх, чтобы не было пазов, вот как здесь. А дальше они вставляются паз в паз. Обрезаем острым ножом паз, который пойдет к стене. Все, и укладываем. Вот покрыли пол пеноплексом в комнате. И швы заклеили алюминиевой клейкой лентой, которая используется для герметизации стыков и швов деталей. И вот уже пол четко зафиксировался. Для укладки телефонного кабеля нарисовали на пеноплексе, как он будет проходить. И телевизионного, да? И компьютерного. И в пеноплексе вырезаем штробы. И потом будем туда укладывать все кабеля. Желательно делать посередине плиты, чтобы они потом хорошо укрывались элементами пола. Вот уложили кабеля телевизионный, компьютерный и телефонный. В штробы с силовым кабелем их на стене укладывать нельзя. Поэтому пришлось укладывать в полы. Это мы отрезали паз элемента пола, именно ту часть, которая будет прилегать к стене. Теперь клеем ПВА, смазываем пазы элемента пола. Укладываем элемент пола паз на паз. И стягиваем саморезами по гипсоволоконным листам. Вот уложили мы все элементы пола по всей комнате.
пропылесосили полы. Коридор еще не делали. И теперь покрываем клеем ПВА для того, чтобы обеспылить. Вот то же самое Ватя сделал в коридоре, такие же полы. И разложил кабель весь. Сделал крючки под провод. Так как потолок у нас будет натяжной, вот провод пойдет под потолком. Это для звонка. Вот здесь техническое отверстие, туда он будет ставить распредкоробку. У нас звонок один в коридоре, один на кухне. И точно так же вот в эти технические отверстия к соседям идут. Вот уже одну коробку он на клей посадил. И провода пойдут. Это уже будет провод освещения на книжные шкафы. Вот сюда коробку еще не поставил. Вот уже установили коробки. Всю электрику туда втиснул. Вот в этой коробке свет, розетки, звонок. А вот сколько инструмента понадобилось для того, чтобы установить эту электрику. Вот боковая стенка плиты, она кривая. Ватя поставил от потолка рейку с одной стороны. За этим уровнем выровнять и поставить с другой стороны. И между ними будет уже заполнять пространство. Выравнивать. А вот эту плиту уже выровняли. Вот тоже от потолка металлическая. Рейка стоит. Скос был большой. И выровняли вот на левый угол. Вот как был скошен угол. Вот здесь угол свой остался у плиты. А здесь сняли рейку. Вот такая толщина. И эта часть гладкая. Вот сколько нарастили. Вот сделали опалубку. Правая сторона ровно лежит на углу, а левая, вон зазор какой. И вот теперь будем выравнивать. Батя зачищает шпаклевку специальными приспособлениями фирмы Валкрафт. Вот покажи, какой такой. О, удобные эргономические ручки. И на них крепится сетка. Сетку можно использовать с двух сторон. Одна сторона стирается, переворачиваем, крепим ее и опять зачищаем.
Замеряем необходимую высоту для приклейки пенофола. Вот этот прибор показывает точный размер. Пенофол — это утеплитель и нужен для того, чтобы увеличилось КПД батареи, то есть чтобы батарея не нагревала стену, а все тепло шло в комнату. Теперь на пенофоле отмечаем размеры, которые мы сняли под батареей. И отрезаем. Теперь снимаем защитную пленку с него. И здесь клеющая сторона. Этой стороной приклеиваем под батарею. Утепляем эту стену в связи с тем, что она у нас выходит на лоджию. Хоть и лоджия утепленная, но сама плита идет в подвал, и она холодная. Ну вот, на стену под подоконником из-за батареи полностью наклеили пенофол. Теперь сверху крепится гипсокартон на саморезы и дюбеля. Для чего гипсокартон? Потому что обои на пенофол не приклеятся. Ну вот, подготовить отверстие для замка. Сейчас будет его вставлять. Это батя ставит направляющую на планку, направляющую для двери. Значит, поставили направляющую для двери купе на планку, которая будет внутри короба, по которой будет ездить дверь. Ну вот батя установил замок. И вот эта штучка внизу круглая для того, что если дверь будет в коробе полностью утоплена, то ее можно будет за нее вытащить. Ну вот батя уже наклеил шлегель. Это такая махровая полоска. Вот она. Против пыли. Наклеил на нее две полосы. Она узенькая. Вот такого размера пополам. Ну, две полоски наклеил. Сверху донизу. Опаня. Ну, хоть дверь подвешивать уже. А вот это шумоизоляция внизу. Ну, там есть одна кнопочка. Когда она
когда дверь закрывается и стукается по противоположную сторону, опускается под дверью резинка, которая мало того, что выравнивает неровности, закрывает неровности пола, так еще и изолирует, так еще и изоляцию создает на 48 децибел ниже становится, да? Он, батя, зашивает карман. Вот эти два листа вместе сшили, наклеили тоже вот здесь, с этой стороны шлегель. Вот за эту ямочку дверь вытягивается. Вот забили фрамугу над дверью со стороны коридора и будем зашивать ее. А это уже зашито со стороны комнаты. Значит, как я говорила, позагребневые плиты мы здесь не ставили, потому как они очень тяжелые, мы побоялись. Вот батя вырезал штрабу плите и будет силовой кабель туда укладывать, подводить к розетке. Теперь батя мажет деревянные плоскости грунтовкой по дереву. Причем будет мазать, причем будет проходить 2 слоя. А это сама грунтовка по дереву. Вот такая. А это батя мажет обои. Будет наклеивать. Вот уже наклеил часть. И на дверь наклеил. Вот уже кронштейны под батарею батя установил. Теперь буду собирать саму батарею. Нам привезли их несколько штук. Вот теперь их надо собрать. Ну, давай собираем.
Радиатор этот чугунный. Ключи покупал в специализированном магазине именно под эту марку радиатора. Вот батя установил багет по периметру коридора. Отверстие сделал на расстоянии 7 сантиметров, как положено по инструкции. И сейчас будет устанавливать натяжной потолок. Багет продается вместе с потолком. Там же продаются приспособления для установки натяжного потолка. Вот под люстру установили закладку по уровню потолка. То есть она будет потолком скрыта. И к ней прикрепится люстра. Вот так выглядит натяжной потолок в свернутом виде. Причем обратите внимание, что у этого потолка клипсо должна быть по канту надпись и красная нить проходить. Это не подделка. Вот одну сторону батя уже загнал. Тут багет. Теперь от центра начинает вторую сторону. Наметили центр на полотне и центр на потолке соединяет. И от них уже делает заправку. Ну вот батя сделал черновик. Закрепил натяжной потолок пока так вот. И сейчас будет делать уже завершение. Вот здесь было место для светильника. Подложка спрятана под потолок. Потом сделается прорезь и повесим светильник. Ну, потюка к нему. Что еще? Еще рано. Вот специальным шпателем клипсо заправляем полотно под багет. Покажи, какой он. Вот.
Так, батя заправляет углы теперь. Опа-ня, какое натяжение. Большие куски остались с одной стороны и с другой, потому что ширина полотна, ну никуда мы не можем деться с ширины. Все, начинаем обрезать лишнее. Обрежь лучше, не тяни. Ну, вот так это и делается. Вот эта полоска от натяжного потолка. Значит, артикул стоит, название натяжного потолка, производитель
И вот красная полоса на нем. Значит, это не подделка. Значит, если что, обращайте на это внимание. Ну вот, обрезали все лишнее у потолков. Вот так вот ровненько получилось. Ой. И теперь сейчас наведу. Вот, и теперь будем вырезать отверстие под светильник. А насколько потолок опустился? На 4 сантиметра. На 4. Ага. Потолок опустился всего на 4 сантиметра. Можете крючок дать? Ну вот и все, можно теперь светильник устанавливать. Установили крепеж для светильника. И теперь будем вешать его. Ну вот и установили светильник. Значит, установка потолка длилась всего полдня. И что еще хочу добавить? Бывают случаи, что во время натяжения образуются волны там или заломы. Их можно легко убрать с помощью строительного фена. Нагреть это место, и оно растянется. Ну, у нас, слава богу, обошлось без этого. Натяжение хорошее. И уже веселее стало в коридоре. И все, углы такие вот ровные. Вот теперь установлены багеты по периметру зала. Вот уже шурупы вставлены в дюбеля. Это багеты для натяжного потолка. Намечаем центр полотна. И вот теперь будем устанавливать натяжной потолок в зале. Подсветильник уже установлена прокладка. Сделана палубка для
беговой дорожки. Вот на 19:30 уже установлен потолок, выведено освещение. Сейчас будем светильник вешать. И трубу отопления обошел и поставил заглушку на нее, чтобы прорези не было видно. Вот здесь разрез немножко виден. И все, зато аккуратно сделано. Осталось обрезать лишнее. Ну вот на 20 часов 10 минут уже светильник установлен. Осталось обрезать лишки потолка. Так, вот. Трубку как он обошел. Сейчас настроим пульт переключения света и сенсорный выключатель. Ну-ка, вот стой здесь. Ну, ты попади, чтобы вместе с этой рядом было. Что не выключателем. Вот пультом выключаем свет. Оп. Оп. А теперь включи. Можно им пользоваться с любой точки, не только комнаты, но и всей квартиры. Мы проверяли даже с кухни. А вот сенсорный выключатель, то есть можно пультом выключать, а можно выключателем. Вот один выключает. Эта кнопка не работает, потому что у нас
на 2 линии люстра. Это выключает все. Опять включаем одну только линию. А теперь включаем остальное.